Добрый день, дорогие друзья! Я приветствую вас на новой лекции канала «Жизнь после жизни есть, я знаю», который посвящен доказательствам жизни после смерти и устройству потустороннего мира, куда каждый из нас попадает по завершении своего земного пути, где и воссоединяется с ранее усопшими родными и любимыми и продолжает бесконечное путешествие по нашей прекрасной и удивительной Вселенной. Сегодня я отвечу на мучающий многих вопрос: куда после смерти попадают убийцы, душегубы и разнообразные жестокие люди на протяжении жизни, мучившие и заставлявшие страдать других. Одна из самых важных задач, с которой еще только предстоит справиться воплощенному человечеству, это отказ от насилия, жестокости и, главным образом, изъятия чужих жизней. Убийство – это одно из самых худших деяний, которое только можно совершить на этом свете, независимо от того, чем оно оправдано – гневом, аффектом, безрассудством, случайностью или даже защитой жизней близких. Тем, кто отнял чужую жизнь, придется очень несладко в загробной жизни, по крайней мере в ее начале. Дело тут вовсе не в оценке необходимости или единственно возможном действии в случае нападения злоумышленников. Конечно, если жизням ваших родных что-то угрожает, вы будете отважно защищать их и случайно убьете нападающего, с какой-то, по крайней мере земной стороны, вы будете правы. Но это все равно будет лишь смягчающим обстоятельством, все в том же абсолютно невозможном акте прерывания чужой жизни, на который ни у кого из живущих нет никакого права. Поскольку не мы эту жизнь создавали, не мы ее планировали, не мы ее размещали в физическом теле, не нам ее и отнимать. Те же, кто убивает по убеждениям, оформленному намерению, слабости или в гневе, не имеет даже этих смягчающих обстоятельств, и посмертная участь их будет самой незавидной. Здесь нет никаких сомнений. Абсолютный запрет на убийство другого человека существовал во все времена. Он доходит до нас из самых древних лет. Он есть в Библии, он есть в современных государственных законах. «Не убий», говорит нам святейшая из божественных заповедей, и не делает при этом никаких оговорок. Это люди сами уже додумали, трактовали информацию, пришедшую из духовного мира, и решили, что если что-то нельзя, но очень хочется, то можно. А на самом деле нет, нельзя. Никаких звездочек, никаких мелких шрифтов в заповеди нет. Не убий и все. Убил, значит нарушил, значит попрал изначальный базовый принцип мироздания, значит добро пожаловать на расплату, независимо от обстоятельств. Действие механизма, который приводит к незавидной судьбе убийцы в посмертном мире, очевидно. Нет, все так же никто его не судит, никто его не наказывает, не отправляет в ад на раскаленную сковородку к чертям, жариться и гореть на протяжении вечности. Но любой поступок, даже любая мысль человека запускает цепную реакцию влияний на все живое на планете. И это касается не только убийств. Если вы думаете, что оскорбив того, кто наступил вам на ногу в маршрутке, вы не сделали ничего важного, не стали создателем волны разрушительной энергии, которая прокатится по всей планете и повлияет на всех, вы глубоко заблуждаетесь. Будучи запущенной, волна негатива и зла, даже изначально крохотная, набирает силу. По мере распространения захватывает все больше других живых существ и отравляет всем им жизнь. Это явно усматривается из всего массива данных исследований духовного мира, ссылками на которые мы снабдили вас в нашем телеграм-канале и наших книгах цикла «Жизнь после жизни есть, я знаю». Ознакомьтесь с ними, если желаете лично получить знания и убедиться в действии законов, о которых я рассказываю вам в лекциях. Такой ужасный поступок, как убийство, запускает особо мощную разрушительную волну горя и страданий.
Страдает тот, у кого отняли жизнь, поскольку он не успел завершить цели и задачи воплощения. Страдают его жена, мать, дети, родные, близкие. Своими страданиями каждый из них отказывается от жизни, от достижения многих целей, которые они могли бы достигнуть. Кто-то вообще озлобляется и начинает вредить другим, запуская таким образом новые и новые волны зла и жестокости, которые в свою очередь запускают следующие. Все их результаты записываются не только на счет создателя конкретной волны, но и на счет того, кто запустил самую первую волну. Действует эдакая реферальная система, только во вселенских масштабах. Таким образом, по закону кармы или по-простому абстрагировавшись от эзотерических терминов закону действия и противодействия, о котором мы говорили ранее, изначальное действие убийцы рождает огромное противодействие, которое со временем умножается и затем возвращается отправителю. Его душа получает невероятный груз негативной энергии, которую нужно каким-то образом погасить, рассеять, уравновесить. Это следствие и вызывает неотвратимость страшной расплаты и искупления для убийцы. Помимо этого, страдает и душа убийцы, которая, в отличие от воплощенного человека, прекрасно знает и помнит, что отнимать чужие жизни – это трагедия вселенского масштаба. Такая душа испытывает невероятный груз вины. Все это и приводит к тому, что после смерти отнявший чужую жизнь человек попадает в самые неприятные места духовного мира. Его дух, движимый чувством вины за совершенное, через уже неоднократно упоминавшееся соответствие внутреннего духовного мира внешней реальности, создает страшные и мучительные иллюзии, целые миры мрака и страданий, в которых его преследуют и терзают убиенные им. Мрачные холодные пещеры, полные ужасных жестоких существ, заброшенные покосившиеся лачуги с вечными сквозняками, пустыни, изнуряющие жарой и жаждой, переполненные города без солнечного света, в которых люди стоят куда-то в бесконечных очередях, нестерпимо воняющие канализации, из стен которых торчат страшные гротескные рожи, оскорбляющие умершего, запертые здания с разнообразными монстрами внутри, от которых никак нельзя убежать, и тому подобное ждет убийц и жестоких людей после смерти. Библейские нескончаемые мытарства, во время которых усопших людей закармливают бесконечным количеством еды, снова и снова сдирают кожу, убивают и воскрешают в замкнутом цикле, подвергают разным изощренным пыткам и так далее. Все это тоже следствие совершенных при жизни убийств и проявленной жестокости. И все это умерший творит с собой сам, самостоятельно создавая для себя такие образы и события. Такие люди своим сознанием, наполненным негативной энергией, могут после смерти даже творить аналоги религиозного ада, в которых они и жарятся на сковородках с другими грешниками. И вот такой ад действительно существует. Только никто их туда не помещает в наказание, они помещают себя туда сами. То же самое касается и того, кто отправляет на смерть других людей, но сам не морает руки, надеясь таким образом обмануть вселенский закон и избежать возвращения негативной энергии и несущейся с ней расплаты, успокаивая себя самообманом о собственной невиновности или вынужденности своих ужасных поступков. Однажды созданная, а вернее будет сказать приложенная сила обязательно вернется тому, кто ее прикладывает. Таков универсальный, фундаментальный закон Вселенной. Отвратить его действия не может никто. Никакие оправдания, никакие убеждения, никакой самообман. Этого не может даже сам Бог, потому что и Он существует по этому же самому закону и безмерно уважает его, как и нашу свободу воли,
тоже являющуюся одной из базовых и самых важных наших ценностей. Многие из вас уже слышали о чудовищном акте жестокости и насилия, который недавно произошел в Ливане, когда тысячи пейджеров взорвались в руках у людей, принеся огромное количество страданий как им, так и их родным и близким. За этим ужасным действием стоят люди, которые не принимали непосредственного участия в убийствах и нанесении тяжких телесных повреждений жертвам. Формально это сделали технические устройства, взорвавшиеся пейджеры. Но от того влияния этих действий и их последствия для душ зачинателей этого кровавого мероприятия не станут менее простыми, как не станут они менее простыми и ввиду любых мотивов, коими эти самые зачинатели могут оправдывать свои действия. Им предстоит долгий и очень непростой путь по искуплению свершенного и приходу к осознанию святости и неприкосновенности чужой жизни. Как избежать этих неприятностей после смерти? Очень просто. До того просто, элементарно и очевидно, что даже странно, что постоянно приходится отвечать на этот задающийся всеми вопрос. Не убивать, не проявлять жестокости и зла к другим. Быть добрым, любить людей, природу и себя. Распространять вокруг себя свет, а не тьму. Только и всего. Но для начала хотя бы не убивать. Людей, животных, природу. Просто никого не убивать. И это уже будет огромной победой как для индивида, так и для всего человечества. Отнимать чужую жизнь не имеет права никто, чем бы это деяние ни было обосновано и в каких бы условиях ни было совершено. В любом случае мы обязаны найти решение, при котором жизнь сохраняется. Тебя переполняет гнев, и рука сама тянется к ножу, ты должен обуздать эту разрушительную энергию и остановиться. Кто-то нападает на твоих родных, ты должен найти возможность сохранить ему жизнь, нейтрализовать, сковать, ранить в ногу, уклониться от насилия. А если не нашел, если выбрал легкий путь, если все же отнял жизнь, значит не справился, не прошел испытания, не сдал экзамен. Попал в общество, например, криминальное, где кто-то принуждает тебя убивать других, ты обязан отказаться, пусть даже ценой собственной жизни. Возможно, это самое непростое испытание, но такая высшая жертва приведет тебя и в самые высшие райские духовные сферы. Сейчас почти все человечество поражено вирусом насилия, жестокости и равнодушия друг к другу. В результате его действия мы раз за разом проваливаем испытания и не сдаем экзамен. Раз за разом мы проявляем слабость и малодушие. Именно с этим и связано то, что планета никак не может покинуть область мрака, страдания, несправедливости и создать условия равенства и процветания для всех. Бесконечно запускаемые людьми волны разрушительной энергии и их влияние топят мир во тьме и попросту не дают этого сделать. Возвращение разбалансированной системы к балансу попросту не успевает случиться. Но рано или поздно лекарство от этого разрушительного вируса будет найдено. Величайшее умение человека – прогрессировать и двигаться вперед, несмотря ни на что. Величайшая цель – достигнуть такого уровня развития духа, когда любых обоснований для отнятия жизни просто не останется. Сама надобность в них отпадет. Когда люди смогут решать свои конфликты без кровопролития, а через общение. Когда в привычку войдет при любом намеке на конфликт садиться за стол и разговаривать до тех пор, пока все противоречия не будут устранены. Когда нормально станет праздновать не победу над кем-то, а объединение с кем-то. Когда любовь и созидание, а не борьба за ресурсы, землю или золото, станет исходным условием решения любой задачи. И это обязательно случится.
Человечество обязательно придет к этому. Оно непременно придет к свету. Вопрос лишь в том, когда. А это уже зависит от того, насколько будем стараться, насколько будем стремиться к этому мы, воплощенные бессмертные души, пришедшие на землю учиться безусловной любви и безусловному добру. На сегодня это все, дорогие друзья. Дополнительную интересную и полезную информацию за пределами лекций, ответы на ваши вопросы о жизни после смерти и познавательные статьи о потустороннем мире вы найдете в нашем телеграм-канале. Ссылка на него, как всегда, в описании видео и на экране. Добро пожаловать! Встречаемся на новой лекции здесь же, на нашем YouTube-канале. А пока всего вам самого лучшего, волшебного и замечательного.